Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И в эфире наша ежемесячная рубрика – это прогноз на месяц для восходящих овнов. И для солнечных овнов, для лунных овнов. Для солнечных овнов у меня посчитана под каждым видео дата, когда именно по ведической астрологии Солнце находилось в том или ином знаке, чтобы вы смотрели правильный прогноз и чтобы он у вас работал. Но также этот прогноз в первую очередь рассчитан на знак зодиака восходящий либо асцендент по ведической астрологии. Если вы не знаете свой восходящий знак, то вы можете посмотреть видеоинструкцию о том, как построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак, или же посмотреть даты, для которых это видео рассчитано, и смотреть по тому знаку зодиака, который соответствует дате вашего рождения. Ссылку на видеоинструкцию о том, как построить свой гороскоп в ведическом стиле, я вам сейчас прикреплю в правом верхнем углу. Она будет также в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на курс по ведической астрологии, либо ко мне на составление личного гороскопа. Напоминаю также о том, что мне чрезвычайно важна всегда ваша поддержка, лайки, комментарии, если вы будете делиться видео с друзьями. В общем, любая ваша активность, она всегда мне на пользу, потому что помогает развитию канала. Теперь давайте говорить о тенденциях октября. Очень много в октябре событий, и будет у нас фокус на определенную сферу жизни у каждого знака зодиака. Давайте поговорим, что же ожидает овнов. Первое событие 3 октября, ваш 7-й дом гороскопа, дом брака и личной жизни до 24 октября заходит Меркурий. И у вас таким образом на октябрь очень сильно смещается фокус на личную жизнь, на партнерство, на взаимоотношения с коллегами по работе, с одногруппниками в университете, если вы учитесь, с коллегами по команде, если вы в какой-то команде находитесь. Меркурий в 7-м доме гороскопа говорит о том, что вы будете либо, допустим, знакомиться, либо что-то узнавать про партнерство, налаживать какие-то партнерские связи. Может быть, это будут знакомства, может быть, это будут попытки создать какую-то команду. Кто-то может в этот период войти в какой-то новый коллектив. Допустим, когда вы устраиваетесь на работу, вы приходите в новое дело, начинаете со всеми знакомиться, и это, собственно говоря, такая тенденция, когда вам нужно в команде раззнакомиться, рассказать о себе, узнать о других людях, с которыми вы будете общаться. Также транзит Меркурия по 7-му дому гороскопа создает тенденцию на установление каких-то партнерских соглашений, договоров. Это очень хороший период для сарафанного радио, если вы, например, психолог, астролог, маркетолог, доктор, который ведет частный прием. То есть к вам в этот период могут приходить люди по сарафанному радио по рекомендациям. Возможно, оформление документов на партнера, для партнера, помощь партнеру в каких-то документах. Также есть тенденция на небольшие влюбленности, ну такие, скорее, больше интерес. Не то чтобы это такая яркая любовь, но какой-то интерес в партнерстве. И помимо этого могут быть какие-то совместные поездки, командировки с командой. Я бы еще сказала, что здесь есть тенденция на участие в каких-то, допустим, конкурсах красоты, конкурсах эстетики, тоже командные. Допустим, вы вместе с командой участвуете в конкурсе песни, в конкурсе танца. Что-то вот такое может проявляться у вас по транзиту Меркурия. У партнеров ваших по браку, личной жизни, либо у коллег по работе могут быть тенденции на изменения в работе, также на то, что они могут, допустим, активно заниматься спортом, либо вы вместе начинаете активно заниматься спортом, совместная работа какая-то, совместная командная борьба, соревнования. Но не борьба физическая, а скорее интеллектуальная, допустим, участие в каком-то мозговом штурме, в каких-то таких выездах, что-то вот интеллектуально-командное, либо посчитать вместе с командой, может быть, на инвентаризацию какую-то собраться, и все в таком духе. 7 октября состоится полнолуние в вашем 12-м доме гороскопа. Полнолуние – это период завершения чего-то, ну, либо какой-то факт события. Не всегда полнолуние приносит значительные результаты, но может все равно какой-то результат давать, который мы можем ощутить. Само по себе полнолуние в 12-м доме гороскопа чаще, чем другой вид полнолуния, может давать такую немножко бессонницу, какие-то метания, терзания, мечтания, уход от реальности, может быть, где-то закрыться, пофантазировать.
творческая какая-то инициатива. Также полнолуние в 12 доме гороскопа может приносить поездку дальнюю, либо в больницу посещение монастыря, санатория, закрытой какой-то организации. И полнолуние в 12 доме гороскопа может влиять и на работу. Завершение какого-то этапа в работе, завершение какого-то этапа в лечении, в кредитах, в судебных процессах и так далее. А вот с 9 октября по 2 ноября начинается такой период просадки у вас по финансам. Будет Венера идти по вашему 6 дому гороскопа, дому кредитов, дому судов, долгов, болезней, режима какого-то. И дело в том, что Венера у вас еще управляет 2 домом денег и 7 домом брака. Опять вот про личную жизнь, то есть какие-то есть указания на то, что могут быть перемены в личной жизни, перемены договоренности в личной жизни, что партнеры ваши могут заниматься какими-то рутинными вопросами, что у них может меняться режим дня, но также и могут быть какие-то длительные такие тянущиеся какие-то противоречия. Также Венера, как хозяйка 2 дома денег, в ослабленном для себя положении будет в этот период, поэтому могут быть не только дополнительные траты, но и долги, то есть вам, может быть, нужно будет на что-то добирать деньги. Есть указания на лечение зубов, зрения, на эстетику лица, но я вообще не рекомендую вам, честно говоря, в октябре делать какие-то пластические операции, такую хирургию планировать, потому что и Венера в падении, и будут еще другие указания. Но вот этот транзит Венеры по 6 дому гороскопа может также указывать на поломки транспорта или на необходимость ремонта, техобслуживания, также одежда, обувь, украшения. Могут быть еще какие-то, знаете, из-за одного неосторожно сказанного слова могут быть какие-то проблемы. То есть вам желательно фильтровать вашу речь, то, что вы говорите в октябре во время транзита Венеры, что слово не воробей. Вот для вас это должно быть золотое правило на октябрь. Еще по транзиту Венеры по 6 дому гороскопа могут быть такие истории, как наводить порядок в финансах, наводить порядок в режиме, который связан именно с финансами, и наводить порядок в питании. За питанием нужно тоже будет вам очень следить внимательно. Старайтесь ничего такого нового, экзотического не пробовать, старайтесь вообще внимательно подходить к выбору режима питания, потому что он может быть у вас такой, знаете, немножко раздраконенный. И Венера указывает на то, что из-за питания могут появляться тоже какие-то трудности. Также по этой Венере могут быть тенденции на перемены в родительской семье, на то, что родительской семье нужна будет ваша помощь. И, возможно, даже и деньгами тоже, поэтому вам придется какие-то долговые обязательства делать, то есть, чтобы помочь именно родителям. 17 октября по 16 ноября опять фокус в сфере партнерства. Солнце в 7 дом гороскопа заходит, дом брака, партнерства, личной жизни. И Солнце тоже будет в падении, то есть в 7 доме гороскопа, в доме брака в падении Солнце. Венера как планета партнерства и управитель 7 дома в падении. Поэтому вот активная какая-то перестройка в личной жизни, активные какие-то перемены. Но Солнце в 7 доме гороскопа в целом указывает на какие-то яркие романы и влюбленности, ну вот какие-то не до конца, может быть, вас удовлетворяющие. Повышается эго ваших партнеров, их, может быть, требовательность повышается, но не настойчивость, а вот, знаете, служи мне, как будто бы вы чего-то должны. Могут быть какие-то завышенные претензии от партнеров в вашу сторону. Также Солнце в 7 доме гороскопа может давать каких-то ярких статусных клиентов, какой-то успех команды, потому что Солнце хоть и в падении, но все-таки это Солнце. Солнце что-то высвечивает в теме партнерства, в теме команды, в теме взаимоотношений с другими людьми, дает вам возможность. Но знаете, еще у вас будет самооценка завязана на партнерство. И, возможно, допустим, успехи партнеров будут влиять на ваши какие-то успехи, либо на вашу самооценку. Вот у меня партнер молодец, что-то сделал, и я горжусь. Вот у партнера что-то не получилось, я расстраиваюсь. Но скорее получилось, потому что Солнце, оно дает какую-то минуту славы, возможно, ваши партнеры где-то засветятся, где-то выступят, либо у них повысится статус, какие-то успехи, может быть, в работе будут заметны, что-то такое. А 18 октября произойдет очень важное событие, потому что Юпитер на несколько месяцев переходит в знак зодиака Рак. Вообще Юпитер у нас обычно раз в год меняет знак, и в этом году он уже менял знак, но так в этот раз получается, что Юпитер до конца декабря будет находиться в знаке зодиака Рак, а до 11 ноября он будет в прямом
прямом движении в знаке зодиака Рак. И значит, что это значит? Юпитер — это планета удачи, благословения, планета оптимизма, планета расширения, и он будет идти по вашему 4-му дому гороскопа, дому, который отвечает за недвижимость, за транспорт, за место нашего жительства, за ощущение внутреннего счастья. Во-первых, конечно, повышается уровень оптимизма, потому что люди с Юпитером в 4-м доме гороскопа, этот 4-й дом отвечает за нашу психику, за наш психологический настрой. И когда там Юпитер, то у человека повышается уровень оптимизма, у человека автоматически такое, знаете, кот Леопольд, ну даже не кот Леопольд, а вот неприятности, то мы переживем. То есть, что бы ни происходило, у нас оптимистический взгляд на будущее, и Юпитер автоматически вам его повышает. Также Юпитер в 4-м доме гороскопа дает какое-то расширение по теме недвижимости, транспорта, места жительства, дает тенденцию на переезды, но поскольку он будет в прямом движении, а потом станет ретроградным, возможно, это будет какой-то временный переезд. Переезд, может быть, продажа машины, продажа квартиры, смена места жительства временная. Есть тенденция на то, что это могут быть, допустим, переезд на какое-то время в другую страну. Также к вам могут приезжать какие-то гости, иностранцы, и они такого будут плана, как учителя, как мудрые люди, духовные люди, какие-то наставники, возможно, какие-то покровители, дяди, тети могут приезжать и что-то вот такое. Но я постараюсь про транзит Юпитера записать еще отдельное видео. Здесь вы все равно должны понимать, что что-то меняется. Юпитер — это планета благословения, он еще будет аспектировать 10-й дом, поэтому могут быть какие-то, пусть и не на постоянку сейчас, потому что потом он только в следующем году на постоянно перейдет в знак Рака надолго. Сейчас как бы такой пробный режим, но может повыситься и уровень вашего авторитета в работе, либо какие-то возможности появятся в работе, либо в статусе. Это статус не только в работе, но это может быть, допустим, виза, вид на жительство, это может быть свидетельство какое-то, удостоверение личности и так далее. 21 октября состоится новолуние в вашем 7-м доме гороскопа, в доме, опять же, брака, партнерства и личной жизни. И новолуние в 7-м доме – это период, который указывает либо на начало чего-то нового у ваших партнеров, либо на новую команду, новый рабочий коллектив, на новые отношения, в том числе, если вы не в отношениях, ну, либо знакомство с кем-то, потому что это событие связано с личной жизнью и с такими близкими партнерскими отношениями. В некоторых случаях новолуние в 7-м доме гороскопа может указывать на зарубежное путешествие. А с 24 октября по 23 ноября Меркурий зайдет в ваш 8-й дом гороскопа, дом стрессов, кризисов, внезапных ситуаций, дом чужих денег. И Меркурий создает несколько таких важных тенденций. Во-первых, будьте внимательны к документам, к вещам, к кошелькам, особенно если вы поедете в путешествие. Держите вещи при себе, потому что тенденция на какие-то, может быть, там потери денег или положили куда-то не можете найти, на какие-то тайные переговоры, либо на какие-то оборванные переписки. То есть общались с человеком, он раз пропал. Но могут быть и тайные какие-то переговоры, договоренности. Допустим, вы работаете где-то, и вам начинают писать, предлагают, вас переманивают, такое тоже может быть. Есть еще тенденция на то, что у вас долго тянулось, хронические какие-то истории, допустим, длительные процессы какие-то, они могут приобрести такой срочный характер, когда нужно срочно, быстро все решать. По Меркурию в 8-м доме гороскопа повысится интерес к тайному, запретному, каким-то, может быть, конфликтам, кризисам, может быть, вам нужно будет что-то узнавать про то, как решить какой-то конфликт, про то, как оформить страховку, налоги заплатить, либо выбрать налоговую систему и все, что связано вот с такими вещами. Ну и последнее событие: с 27 октября по 7 декабря Марс, управитель всего вашего гороскопа, будет находиться в 8-м доме. Опять же, в том же самом доме стрессов, кризисов, рисков, чужих денег, наследства. И Марс создает тенденцию для вас. Во-первых, это управитель всего вашего гороскопа, он будет идти по 8-му дому гороскопа. И такое время, когда управитель гороскопа идет по 8-му дому гороскопа, оно, как правило, отличается периодом достаточно стрессовости. То есть, возможно, много дел, возможно, много событий в вашей жизни, возможно, много срочных вопросов. И вы как бы варитесь такого антикризисного менеджера.
роль выполняете. Также Марс в 8 доме гороскопа указывает на то, что вот и Венера в 6 доме гороскопа, я вам говорила, что в этот период желательно избегать травмоопасных, рискованных видов деятельности, то есть не идти туда, куда вы не знаете, там какие-то опасные маршруты, либо пробовать что-то, что вы не до конца уверены, что это безопасно. Вот от таких всяких рискованных дел лучше отказаться. Марс может давать период вот этого транзита Марса по 8 дому гороскопа, может давать периоды там повышенной температуры, лечение зубов, тут может быть именно хирургическая какая-то стоматологическая история, потом могут быть конфликты в отношениях по поводу денег, либо может быть у кого-то в некоторых случаях, в том числе наследство, вопросы спорные по налогам и вот какие-то такие еще истории по деньгам, да, вот много может быть спорных вопросов, потому что Марс аспектирует 2 дома денег, то есть у вас октябрь, он такой какой-то, ну, либо вы что-то будете крупное покупать, много расходовать, либо вы будете не удовлетворены тем количеством денег, которые у вас есть. Но в целом основной фокус месяца – это все равно какие-то отношения в партнерстве, возможно, перемены у партнеров, которые на вас влияют, и вы будете как-то, возможно, помогать другим людям и активно вовлечены в истории других людей, поэтому у вас будет такой уровень немножко стресса зашкаливать. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на октябрь 2025 года для восходящих солнечных, лунных овнов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться и до новых встреч. Пока-пока!